в первый раз. На самом деле этот ресторан был знаменит своим баром, но во время пандемии они решили переделать вот именно этот зал и сделать его с кухней, со своей кухней. Правильно говорю? Паша, помогает. Надеюсь, что мне вообще слышно, что я очень тихо говорю. Пока была пандемия, они не теряли время и открыли еще один зал. И теперь это не просто бар, но бар-ресторан с своей классной кухней и очень классным ремонтом, модным. Теперь я буду в очках. Давай, про эко. И что самое классное, ладно, в очках странно, что самое классное, они начали двигаться в направлении эко, и все стаканчики, которые мы здесь видим, сделаны на самом деле из бутылок. Просто это донышко бутылки. И самое удивительное, что вот эти вот люстры, покажи, Паша, они тоже сделаны из бутылок. А еще здесь очень классное большое дерево зеленое, на котором мы сидим. Подожди, не видно. Медленно очень приближает. Вот по таким красивым большим деревам мы сейчас сидим. Мы уже сделали небольшой заказ, и я даже попросила меню, чтобы сказать, что как все называется, иначе я все перепутаю. Первое блюдо — это паштет из куриной печени. К нему мы дополнительно заказали еще хлеб, который тоже они делают прямо в ресторане сами. Потом Паша заказала себе салат. Это лосось, копченый лосось. Тоже очень красиво выглядит. И безумно классные тарелки. Это гребешки с киноа. Тоже очень миленькие. Что ты ешь? Ой, я что очень вкусное ем. Это кабачок с каким-то фисташковым соусом сверху и шпинатом. Это судак. Очень вкусно. В этом ресторане нам очень советовали попробовать разные коктейли, но так мы сегодня на машине, и я вообще не пью. Паша не может сегодня попробовать. То мы сегодня пробуем все коктейли без градусов. Тут даже есть такой раздел. Я и цветочек. Яйцо пашот. Вот так на самом деле выглядит яйцо пашот. Вот эти все коктейли, которые безалкогольные. Я себе выбрала радость, хотя манго я не люблю вообще. Надеюсь, что тебе понравится. А Паша выбрал теплота, и мы уже его почти выпили, что он безумно вкусный. Настал момент X, я пробую свой коктейль с манго. Даже манго вкусный здесь. И он все газированный немножко. На самом деле он только кажется газированным. Тут есть в составе пребиотика, это камбуча. Чайный гриб. Просто народе. Кстати, здесь даже трубочки бумажные. Вот такая гостиная нам, конечно, библиотекой нравится. Это классные рабочие места. Паша уже там сидит. Вот это кресло красивое. Так и хочется здесь поработать. Тут что-то очень много разных принтов новых, которых я раньше не видела. Очень давно не были в Икее. Мы последний раз в Икее, кстати, были до пандемии еще, поэтому для нас кажется все каким-то новым. Чего? Мы решили спасти кактус, который в оцененных товарах стоит. Вот. Не знаем, кого теперь забрать с собой. Он Тебя. стоил... Меня мы так заберем. Он стоил 800 рублей, а теперь 240. Всем привет, я тут на домашнем немного. За это время я уже успела чуть-чуть измениться, как вы видите. Это я вчера пошла тонироваться и случайно за 5 минут до выхода решила сделать челочку. Все правильно, правильно? Я не знаю, сколько еще экспериментов за этот год я сделаю. Надеюсь, что это последний. Все-таки я решила отращивать свои волосы. Вот такие дела.
Так, и, в общем-то, почему я решила снимать видео? Потому что я решила показать, что мы все-таки приобрели не вчера, а в предыдущем кадре в Икее. Первое — это вот такое лавандовое белье. За время карантина очень много всего появилось нового в Икее. И этого белья раньше не было в таком цвете, даже Паша на него согласился. Поэтому у нас теперь будет еще и лавандовое, кроме мятного белья. Следующие приобретения будут немного интереснее, потому что это те товары, которые могут усовершенствовать нашу эко-жизнь. Первое — это... Сейчас покажу. Первое — это такая бутылка для того, чтобы воду брать с собой. Я решила просто заменить свою старую. Второе — это вот такие сетчатые мешочки, которые я буду использовать при взвешивании фруктов в магазине. Тоже очень важная вещь. Просто наклеиваю после взвешивания сюда этикетку и иду на кассу. Я уже один раз с ней ходила, и на меня странно очень посмотрели, но именно с ней я первый раз, и так в целом я стараюсь вообще не брать пакеты. Также мы купили вот такие пакеты. Они также сделаны из пластика, но перерабатываемого, возобновляемого, как написано. Но, к сожалению, они не биоразлагаемые, поэтому их так же, как и любой пластик, нужно будет сортировать. Также мы купили вешалки, которых мне никогда не хватает. И еще кое-что очень интересное мы приобрели. Так, не могу привыкнуть к своей челке еще. Все время что лишнее, как будто на лбу. Последний раз челка у меня была, наверное, в классе 9, это почти лет 7 назад. Поэтому я сегодня, наверное, минут 30 ее укладывала с непривычки. Из интересного мы приобрели баки для раздельного сбора мусора. Сейчас я покажу. Вот так они выглядят с выдвижным модулем. Это не только удобно, просто удобно, но и еще к тому же это большой шаг на пути к вообще осознанному потреблению и к защите природы. А вот там у нас хранится картошка, не обращайте внимания. Кстати, можно наклеить различные наклеечки сюда, они в комплекте идут, чтобы различать, что куда выкидывать. Всем большой привет! Сегодня я взяла с собой телефон и камеру, потому что я иду на очень интересное мероприятие от Luminate, это косметический бренд, который я очень люблю. Я не успела закончить, Ив приехал. В общем, это уже 4-е мероприятие, на которое я прихожу, учитывая одно онлайн по Zoom, как было модно. Вот. Сегодня у нас в программе йога, потом презентация каких-то продуктов и еще бранч. Поэтому я с пакетом, с формой для йоги и уже в тапочках, потому что сегодня мероприятие проходит в студии. Смотрите, какая у нас здесь красота. Оля уже фотографирует. Нас ждет, что это очень вкусное и очень красивое. Этот инжирчик я уже приметила. Что-то оделась я сегодня скорее для йоги, чем для парижской квартиры, в которой мы сейчас находимся. Так называется эта комната в студии. Я забыла, как называется. Привет! Мы во влогах. Мы тут с Олей переоблачились в более удобную для йоги одежду. Даже думаем, что наши тапочки отлично подходят теперь сюда, которые были в этой студии. Как вам лучок оцениваем? От 1 до 10. Ну, я летом не находилась в таких вещах, вот теперь можно на йогу ходить. Хотя бы на йогу. Здесь очень важно понять и осознать, что красота и здоровье – это абсолютно взаимно связанные вещи, и границы вообще между здоровьем и красотой уже давным-давно размыты, потому что здоровый человек, он всегда очень красивый. Это прекрасное утро, которое начнется с заботы о себе, о своем теле, о своем сознании, и мы мягко с вами перейдем в знакомство с уникальными коктейлями уже за завтраком в соседней комнате. Как вам такая идея? Супер.
продукции открываются абсолютно новые текстуры, открываются новые ингредиенты. И вот совокупность очень активных северных ингредиентов, которые идут на основе масла и воды, они невероятно эффективны. Почему они стали настолько популярны? Это очень простой ритуал, но при этом очень-очень эффективный. Да, все можно тестировать, обязательно взбалтывать и смешивать текстуру. Что из себя представляет вообще коктейль как продукт? 15 мл воды, 15 мл масла, обогащенного экстрактами ароматических ингредиентов. По поводу вот этих продуктов мы собрались здесь. Сейчас мы прослушали лекцию. Это 2 новых, а это я даже вам уже показывала. У нас с Олей уже по традиции съемка букетов. Кстати, мы познакомились с тобой на первой встрече Люмины. Гвоздики очень красивые, таких вообще никогда не видела. Всем привет, сегодня просто ужасное утро. Вчера МЧС передавали, что будет типа урагана. Они были правы. Но, к сожалению, у меня сегодня куча дел. Я приехала на съемку, меня позвала моя знакомая, с которой мы раньше работали в Гейте. Точнее, она раньше работала. Съемка будет для винтажного магазина. Может быть, что-нибудь сниму. А потом у нее еще одно мероприятие. Видите, какая лохматая. Я просто шла, у меня даже зонт сам закрылся. И он бесполезен был абсолютно. Я из такси еле дошла. Я сижу уже на очень красивом желтом стуле. Ах, господи, сейчас я причешусь. Кстати, это даже самая студия, где я снимала летний холл, или как это называется, свой летний лук. И несмотря на погоду, здесь постоянно светло. А с погодой так всегда, как у меня куча дел, так она всегда какая-то плохая. Это я везунчик. Или это просто осень наступила? Смотрите, во что меня Лиза нарядила. Лиза, знакомьтесь, это Лиза. Тоже, как и я, Лиза. Нарядила меня почти в то же самое, в чем я пришла, только у меня белое и черное было. Но смотрите, низ может быть шок-контент. Кошечки. Лиза обещала мне непривычные для меня образы, так что мне будет интересно. Смотрите, что у девочек есть. Это винтажный жакет Gucci с такими красивыми пуговицами. И очки Dior. Вот и погодка шикарная. Мы даже не знаем, как на такси бежать. Ну что, несмотря на всю эту непогоду, пришла все-таки на второе место, на вторую точку сегодняшнего дня. Это открытие корнера Poison Drop у нас в Петербурге. В таком красивом здании у Красного моста. Я себе здесь присматриваю новые кафе, потому что мой я совсем уже заносила. Ой. Выбрала себе еще вот такое кольцо Maison Margiela. По-моему, очень симпатичное. У него здесь специально сделано так, что одного кристальчика не хватает. Ну что, я уже все познакомилась с основателем Poison Drop, поэтому было очень интересно.
Вот. И ухожу с подарочками. В Poison Drop в подарок положили целую коробку вот этих вот батончиков Rough Life. Он сейчас для меня будет спасительным, потому что я не ела.